see genius. Друзья, всех приветствую, с вами IC Genius, и сегодня в обзоре поговорим об отличных гибридных наушниках от уже знакомой нам компании Meyer Audio. Их модель D41, безусловно, была лидером своей ценовой категории и идеальным выбором для любителей нейтрального и теплого тюнинга. Здесь же эта новинка представляется нам в другом ключе, с другим тюнингом и, конечно, другим тоном подачи, о чем мы сегодня с вами и поговорим. Приходят они в небольшой белой коробке с надписью слива, а тут указана модель, а именно SL41MK2, и имеется небольшой график частотной характеристики этих наушников. И, кстати, они доступны к покупке с балансным кабелем на 2,5, обычным 3,5 и балансным 4,4 джек, как в моем случае. Ну а сзади технические характеристики тут не указаны, но сразу скажу, что за звук здесь отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм и 4 арматурных излучателя. Чувствительность составляет 108 дБ, и они получили сопротивление в 43 Ома. Но тем не менее на раскачку они не очень-то и тяжелые. Так что не переживайте, хватит для них и ваших небольших цапиков. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Инструкция. Шикарный четырехжильный кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 4,4 джек. Отличный уже знакомый нам кейс из кожзама. Набор амбушюр. И вот они сами наушники, выполненные полностью из смолы с очень приятным синим оформлением лицевой панели и надписью слива на обоих наушниках. Здесь расположен стандартный разъем 2 пин, который немного утоплен в корпус, и имеется отверстие для компенсации. А здесь расположилось название этой модели SL41 и указан серийный номер моих наушников. Но вот внутренняя часть здесь довольно прозрачная, и можно увидеть немного тот самый динамический драйвер и арматурные излучатели. И тут же находится маркировка канала, правый и левый. Звуковод тут металлический, небольшой, но достаточно широкий и с очень четким выделенным бортиком для лучшей фиксации амбушюр. Ну и, конечно, здесь имеется сеточка защитная. Да, наушники получились не маленькими, но сидят в ушах они просто отлично. Крайне комфортная и глубокая посадка. Из ушей они не очень сильно и выпирают, и прилегают очень плотно к уху, то есть как я люблю. За счет чего со звукоизоляцией, ребята, тут все отлично. Можно спокойно перемещаться по улице, прослушивая ваши любимые музыкальные композиции. И не бояться, что они выпадут у вас из уха. Ну а теперь мы подошли к самой главной части обзора, к разбору звучания наушников слива SL41. И начнем с их тюнинга, который в сравнении с D41 был заметно так переработан. И мне кажется, слива это чуть другая линейка продукции Meyer Audio, больше нацеленная на профессионалов, для тех ребят, кто работает и как-то связан со звуком, так как подача тут действительно выполнена в более мониторном и ровном стиле, с правильно расставленными акцентами в звуке. Здесь вам и усиление низких частот на 12 дБ с супер плавным заходом на серединку, а на верхней середине есть небольшой подъемчик на 2,5 кГц, который, кстати, мне нравится куда больше, чем тот, что мы можем встретить у цели Harman, где область верхней середины очень сильно смещается к 4 кГц, за счет чего тембры становятся странноватыми, а здесь же все оформлено правильно и ровно, как я люблю. Да и высокие частоты очень протяженные, без каких-либо лишних всплесков и зажатости в этой области, но давайте обо всем по порядку. Низкие частоты, на мой взгляд, тут просто чистое совершенство. Тут вам и мощная, и уже очень ощутимая полочка аккуратного баса с отличной текстурностью, прозрачностью и объемом, да и эффект накачки на мидбасе тут очень заметно присутствует и выделяется в техно или хип-хоп жанрах, за счет чего под мои предпочтения эти наушники сразу очень четко попадают. Да и что уж там, гитарки-то как рычат, ну просто красота. Дисторшн в тяжелых жанрах очень хороший.
хорошо прослушивается, и при этом басовые партии звучат тут очень чисто, не мутно и не гулко, а наоборот прозрачно, сфокусировано на удар, с плавным затуханием и ровным переходом к области нижней середины. А вот средние частоты я бы назвал истинной мониторностью. Они очень ровные, тонально чуть более прохладные, чем в D41. Там они были потеплее, но тут они нисколько не потеряли нейтральность. Эта модель также совершенно не уходит в яркую сторону, за счет чего я просто одобряю тюнинг наушников Meyer Audio. От меня прям большой респект их команде. Не стали они тут задирать область верхней середины и что-то мудрить новое, поэтому я могу что D41, что SL41 слушать хоть весь день. Такая тоналка, тюнинг прям мое. И, кстати, они мне очень напомнили здесь Нежа. Вот только вокал там подается чуть более приближенно к нам. Здесь же он чутка отдален в пространстве и не так явно занимает доминирующую позицию в построении образа. Здесь наоборот, все сбалансировано, ровно, четко и выверено в пространстве. Инструменты располагаются по краям с отличной локализацией, а вокал в центре плавно и совсем неутомительно и очень приятно на слух доносится до вас. Да и отдельно стоит похвалить переходные процессы, а очень они тут хорошо прослушиваются и выделяются, что атаки, что различные послезвучия, но это реально просто красота. Аудиофилы точно будут довольны, ни один малейший призвук от вас точно не скроется, да и для ребят, кто планирует взять их для мониторинга, уверен, они будут отличным помощником в вашей работе и, возможно, даже одним из лучших и доступных для этих целей сейчас. А вот высокие частоты тут настолько хороши, что можно сказать даже и не нуждаются в представлении. Здесь вам и отличная детальность, и прозрачность, и количество воздуха с шикарной протяженностью послезвучий и шлейфов прям до самого края. Этот диапазон не звучит как-то ярко или утомительно, или глухо. Наоборот, всего тут в балансе. Ничего не выпечено, тарелки не забирают на себя много внимания, а лишь плавно с перкуссией аккуратно дополняют общий микс своими продолжительными остаточными хвостами от ревербераций. И как по мне, эти наушники очень всеядные. Им по сути-то и не важно, какой музыкальный жанр сегодня вы им поставите. Будь то это что-то экспериментальное и тяжелое, или более легкое и знакомое для всех. Они просто буквально говорят: окей, бро, не проблема, давай просто сделаем это. И я замечу, что отыграют они весь материал очень классно, по-настоящему погружающий и уносящий вас с заметной эмоциональностью в звуке и по аудиофильски взрослым сбалансированным звучанием, которое должно точно угодить очень многим слушателям. А вывод по этим наушникам у меня получился таков. Meyer Audio слива SL41 MK2 это шикарные гибридные наушники с совершенно другим, отличающимся и чуть менее теплым тюнингом в сравнении с D41. Здесь более мониторная и сбалансированная хлесткая подача с отличным супертекстурным и массивным басом, очень ровной прозрачной серединкой и абсолютно прекрасными протяженными и детальными высокими частотами. И от себя я их вам определенно рекомендую. Без всяких сомнений. Это просто настоящие универсалы. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр. Всем пока.